мои дорогие зарубежные подписчики, здрасте вам тоже. Как видите, жив-здоров, уже маленечко даже оброс. По-хорошему и сегодня можно было бы снимать видео о бритье, но маленько умудохался. Сегодня уже не успеваю, поэтому перенесу видео на завтра. Могу лишь сказать, что видео будет с Алуной. Зашел мне станочек, в руки берешь, отпускать не хочется. Ну а все остальное там уже из самого видео узнаете. Но тем не менее, хотелось бы, чтобы это видео тоже было полезно и приносило какую-то пользу людям. Поэтому сегодняшнее видео я хочу посвятить той идее, которую подбросил мой тезка Вадим. Он сказал: блин, Вадюха, давай-ка за мыло поговорим, как его хранить, то есть все 5-10. Но хочу еще совместить это видео. Про мыло мы, конечно, да, поговорим. Хотел бы просто устроить маленький разбор полетов по поводу последнего видео, вот этого краш-теста, который был, ну не краш-теста, маленького триллера с опаской. Ребят, все ваши комментарии, конечно же, прочел. Каждый раз, когда я читаю комментарии, я не могу не читать. Я все читаю, ребят, до самого последнего. Я ставлю сердечко. Во-первых, это говорит мне о том, что я уже прочел этот комментарий. Во-вторых, это говорит вам, что ваш комментарий тоже уже прочитали. Вы сами это можете легко увидеть. Ну, там, где больше, чем одно сердечко, это значит, кто-то еще прочел и кому-то оно понравилось. Так вот, по поводу неопасных комментариев. Ребят, все те станки, которые вы спрашиваете, там Bluebird, там американские фирмы, какие-то еще, Вадим, что ты о них думаешь, там будут, не будут. Ребят, я показываю только то, что у меня есть в наличии. Если мне кто-то это что-то пришлет, конечно же я покажу. Если этого нет, ну нет. В американские магазины я писал не раз, и, к сожалению, пока игнорируют. Ну, как будет в будущем, буду еще писать. Если что-то пришлю, то, конечно же, покажу. Вообще вопросов нет. По поводу Эдуарда Седых. Ребят, я видел его ролики, и я глубоко уважаю этого человека. Его есть за что уважать. Не только за возраст, но и за то, что он делает. Как он жизнь прожил, я не знаю, ребята, но как он обращается с опаской, это только достойно уважения. По поводу того, чтобы отослать ему что-то на заточку, ребят, нечего мне отсылать, у меня опасок нет. Весь мой опыт общения с опасками был где-то на протяжении 3,5-4 месяцев, когда я очень сильно горел этой идеей, закупил кучу камней, у меня были и синтетика японские, и не поленился, немецких сланцев заказал. Плюс ко всему еще, ну у меня тогда работа была, мог себе позволить. Нашел себе бельгийского сланца, прямо оттуда из Бельгии заказал, и мне выслали природно срощенный из двух половин. С одной стороны был розовый или даже бордовый такой, а с другой стороны, ну, лялечка, беж такой, ну прям отдал хорошему человеку здесь, в городе Омске. Был у меня Шеффилд, англичанин, американца еще одного заказал, пробовал точить. Все, к чему это привело, на Шеффилде сточил спинку к чертовой матери, но все-таки мне где-то примерно 1/3 лезвия удалось заточить. Удалось заточить так, что резало волос. И вот этой 1/3, как я брился, ребята, я до сих пор вспоминаю, и это было по кайфу. Это было такое, что прям, знаете, вот песня. Но потом лопнуло мое терпение, распродал и бритвы, и камни, все раздал, вот и кончился мой опыт общения с опасками. Поэтому, если бы было что, ну, конечно бы я подумал о том, что Эдуарда Седых заслать. Но, с другой стороны, кто он и кто я? То есть, там наверняка какая-то своя вереница, очередь. И, ну, можно было бы попытаться. Почему нет? Да, можно было бы. Можно было бы. По поводу предложения Дмитрия Минаева Razor Sharp. Ребят, Razor Sharp. Я не первый день знаком с Константином, я его уважаю. Уважаю как специалиста и хорошего человека. Тут навряд ли есть девушки, скажу, он не пиздобол, он человек слова. То, что он говорит, он делает. Вы видео его видели? Он не умеет показывать, это не его, но он умеет делать. Вы видели его пальцы, его руки видели? Сейчас таких рук не делают. Там не пальцы, а сосиски. Я каждый раз, когда вижу этого, вот, людей с такими руками, я понимаю, что этот мастеровой, с большой буквы М. Это человек, который умеет делать что-то своими руками. Вот он умеет обращаться с опасными бритвами. Он понимает в них. Вот также он понимает в Т-образных станках.
И, кстати, то, что он не пиздобол, он доказал делом. Просто предложил, говорит, ну, Вадюх, на, покажи. И прислал, помните, этот косорез немецкий. Вот. И я думал об этом еще месяц назад, чтобы скооперировать каналы. Дело в том, что Константин Разоршарп, он у меня в подписчиках, не только у меня в подписчиках, я у него в подписчиках, и он у меня в рекомендованных каналах не первый день висит. Все, кто хочет, всегда могут перейти, пожалуйста. Мне нравится самому этот канал. Я ему где-то, наверное, месяц назад написал, я говорю, так и так, Кость, вот такая вот мысль. Дело в том, что у него два типа бритв. Первые – это те, которые он получает, доводит до продажного великолепного состояния и продает. И второй, который по тем или иным причинам он не пускает в продажу. Это еще одна мысль о том, что человек не просто так занимается своим делом, он за свои изделия, как и за слова, несет ответственность. Не на пустом месте, а он реально это делает. Так вот, те клинки, которые он не пускает в продажу, у него там целая гора, он их убирает в сторону. Я ему предложил, и говорю, слушай, ты все равно что-то продаешь. Ты можешь прислать какую-то бритву, я ее покажу в работе. И точно так же, если человек какой-то захочет ее купить, то бритва к этому человеку уедет не от тебя, а от меня. Как он там рассчитываться с тобой будет, мне совершенно не интересно, вот эта финансовая составляющая. Мне интересно показать эту бритву. Какое решение примет Константин, я не знаю. Или он пришлет какую-то продажную бритву, или он выберет те бритвы, которые он не пускает в продажу, доведет ее до более-менее такого нормального рабочего состояния и пришлет, и тогда я эту бритву смогу, к примеру, оставить на канале. Я не знаю. Но последний вот разговор с Константином на эту тему, он сказал, говорит, Вадюх, сейчас, говорит, работы говорит, сейчас сезон закончится, будет осень, и там, говорит, посмотрим, что-нибудь придумаем. Ну вот сейчас вот мяч на его стороне, поэтому вот как он решит, так оно, собственно, и будет. Я думал об этом. Хорошая идея. Поддерживаю. Поддержит ли Константин, покажет время. И Дмитрий Моисеенко угробил сам РК, подстава партнера. Ну, честно сказать, конечно, вполне себе рабочая версия. Почему нет? Балбес, который не умеет опаску провести по ремню, взял и угробил. Тогда не так. Во-первых, может быть, опыта провода опаски по ремню у меня нет, но что нельзя давить на РК во время провода и все время только обушком вперед, это как раз таки я знаю. Угробил ли? Нет, думаю, что нет. Потому что, ну, во-первых, откуда взялась опаска? Опасная бритва обратилась сама, я ее не просил, и сказала, Вадим, вот у нас будет акция, давай так, мы тебе пришлем опаску, ты сделаешь обзор, и одновременно сделаешь ссылку на наш ВК, что вот у нас такая вот акция. Ну, чтобы всем было хорошо. Что, собственно, я и сделал. После того, как опаска пришла, забежал маленько вперед, тот человек, который отвечал за все это дело, после этого сообщения в отпуск ушел. Кому передоверили всю вот эту вот деятельность по поводу заточки опаски и потом отправки ее на канал нам для обзора, я сказать не могу. Я могу лишь сказать только о том, что когда эта опаска пришла, я показал ее вам. То есть маховик уже был запущен. Следующее. Я беру эту опаску, проверяю ее на волос. Она волос не резала и не секла. Все, что я смог сделать с волосом, это если отведу вот так вот где-то сантиметров на 20 и вот так проведу, то тогда да, тогда она волос резала. Меня это расстроило и насторожило. Я тут же связался с тем работником, который изначально вел переговоры, и объяснил суть ситуации. Это еще до видео. Я говорю, смотрите, вот так и так, вот такая ситуация, что будем делать? А делать-то по сути уже было нечего, потому что вы уже знали о том, что опаска пришла. И совместно вот так вот в разговоре с работником опасной бритвы пришли к выводу, что бреемся и будь что будет. Ну а что было дальше, вы уже как бы в курсе. Винить саму опасную бритву РФ я бы, наверное, все-таки не стал. Я думаю, что тут мешался человеческий фактор. Если бы вот этот работник не уходил в отпуск, она бы все довела до ума, и все было бы хорошо. Но судя по тому, что вот она ушла и кому-то это передоверили, вот тот человек, которому это передоверили, скорее всего, что-то как-то там спустя рукава-то и сделал. И вот получилось то, что получилось. Ситуация, конечно же, неприятная.
Но всех дохлых собак и кошек я бы на опасную бритву вешать не стал, потому что человеческий фактор, он есть везде. И насрать где. Опасная бритва РФ, оборонное предприятие, аппарат президента, охрана президента. Да, вот хоть как страхуйся, человеческий фактор все равно был, есть и будет. Не повезло. Не повезло в этот раз. Я думаю, что ни один здравомыслящий человек в здравом уме, трезвой памяти, зная, что бритва едет на обзор, вот так бы к вопросу не подошел. Обвинять опасную бритву РФ в маразме, ну не, ребят. Я понимаю, конечно, что есть такой термин, чтобы не говорили, лишь бы говорили, чтобы на слуху было. Да, антиреклама это тоже реклама. Но, ребят, ну, если бы кто-то серьезно этой бритвой занимался, то так бы не сделали. Нет, однозначно нет. Просто был какой-то лопух, который вот по лопушиному вот так вот и отнесся. Даже если это взрослый дядька, и даже если его обидят вот эти слова, что он лопух, но ты уже в глаза правде посмотри, если ты такую бритву отправил, то ты он и есть. Сейчас включилась в работу вторая стадия маргедонского балета. Сейчас будет показательным работа с клиентами. После обзора на следующий день я бритву отправил обратно, опасной бритве РФ. И они сказали, что вышлют новую. Вот когда придет новая и что она себя будет представлять, ну вот это мы и посмотрим. Будет показательная работа с клиентом. Ну, не совсем показательно, конечно. То ли работа с клиентом, то ли работа с каналом, это разное. Но тем не менее, опасная бритва РФ постарается исправить оплошность своего человека. Ну, как это будет, посмотрим. Ну а теперь, извините, что такой долгий монолог получился. Ну, хотелось просто точки над «и» расставить. Ну а теперь по поводу мыла. Ребят, мыло, его хранение. Как долго его хватает, как его хранить, как его подготавливать к хранению. Тут, к сожалению, я вам многого-то рассказать не смогу. Тут я больше надеюсь на те комментарии, которые вы будете оставлять под этим видео. Потому что я никогда не заморачивался на эту тему. Я вам сейчас сходу могу сказать, что да, бывает крем для бритья в тюбиках, бывает крем для бритья в баночках, да, бывает крем жировой, бывает крем веганский. Разница между ними лишь в том, что в веганском там синтетические жиры, а в жировом мыле там жиры натурального происхождения. Но, парни, я на самом деле никогда не заморачивался его хранением. Я вам сейчас вот показываю 3 продукта, которые я никогда никому не отдам, которые всегда останутся со мной. К этому, к зеленому, можно еще добавить красное. Но я его не показываю, потому что не такое старое. Его прислали всего лишь 9 месяцев назад где-то. А вот этим, ребята, уже под 40 лет. Уж больше 2 точно. Вот это мое первое приобретение, которое я купил еще как только начинал заниматься тэшками. Вот это мне жена подарила несколько лет назад. А вот это мне прислала опасная бритва РФ. Ну, тоже уже достаточно давно, знаете ли. Так вот эти вот все продукты хранятся у меня в ванной комнате, вот в том шкафчике за стеклянной полкой. Если я, допустим, попользовался КД от L'Occitane, ну, это, конечно же, крем. Пускай твердый, но все-таки крем. Все, что я делаю, это я просто сполоснул его холодной водой, оставил вот так, убиваю 2 зайцев. Первое, это оно у меня подсыхает, а второе, запах, ребята, чертовски обалденный запах. После этого я закрываю крышку и убираю его в шкафчик. Что касается прораза я делаю точно так же. Вся вот эта вот банка, она вот уляпанная, то есть все в пене. Я беру просто в холодной воде, сполоснул, стряхнул его хорошо, больше ничем не протираю, ничего не делаю. И ставлю его вот так, наслаждаюсь ароматом и даю ему время высохнуть. Я знаю, что за некоторые мыла, которые, допустим, вы открываете твердые, и у вас, не дай боже, появляется какая-то сыпь на лице, или красное, или покраснение, вероятность средства какие-то, которые входят в это мыло, действуют на вашу кожу не совсем адекватно. Есть очень хороший способ, верный способ, который очень часто, не всегда, но очень часто помогает. Это возьмите просто баночку, откройте и оставьте его на пару, тройку, 4, 5, 6 дней, пускай оно постоит, свежим воздухом подышит. Очень часто это проходит. Вероятно, вот это еще может помочь. Это все, парни, что я могу сказать о хранении мыла. Те люди, кто говорит, что оно там рассчитано, допустим, на 1,5–2 года, а потом его нужно выкидывать, ну, я этого не понимаю. Я не понимаю, какая база под этими утверждениями. Если какая-то база есть, уточните. Я не в курсе. Поэтому я делаю так, как я делаю, и это все, что я могу сказать.
Если у кого-то из вас есть какая-то дополнительная информация или свой опыт, которым вы можете поделиться, ребята, будь ласка, оставьте под этим видео. И каждый раз, когда человек будет заморачиваться на эту тему, или старичок, или новичок, не суть важно, он сможет зайти под это видео и почерпнуть знания нашей муравьиной кучи однопалатников, сопалатников. Так что вот, наверное, вот такое будет видео. Ну а на этом разрешите закончить. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. И завтра будет Солуна. Пока-пока, до новых встреч. И с вами был я, Вадим. Подписывайтесь на канал.